Всем привет! Сегодня у нас небольшой сравнительный видеообзор. Порассуждаем, какая масштабная модель полуприцепа на сегодняшний день самая лучшая. Конечно, есть ряд условностей, которые оговорю перед началом видеоролика. Во-первых, покажу далеко не все полуприцепы, которые есть в моей коллекции. Пытался подобрать более-менее схожий тип полуприцепов. Мы рассмотрим как отечественную технику, так и иномарки. И покажу вам те полуприцепы, которые встречались в открытой продаже. Ручную работу и всякую экзотику показывать нету смысла, потому что подобная техника выпускается в единичных экземплярах, и, конечно, уровень проработки там гораздо выше, но и цена, соответственно, намного больше. И в качестве тестовой платформы я вам покажу сидельный тягач Volvo от Neoscale Models. Эту машину выбрал не случайно. Во-первых, она не настолько старая, чтобы не очень сочетаться с современным полуприцепом, и не настолько новая, чтобы смотреться футуристически на фоне какого-то старого полуприцепа. Также перед началом видеоролика стоит отметить такой бренд, как Franklin Mint. У них прекрасная модель полуприцепа топливозаправщика. И без дураков, это одна из лучших моделей, которую можно приобрести на сегодняшний день на рынке. Но опять же, она заточена под определенный тип сидельного тягача, тем более это старая техника, и продукция Franklin Mint очень редко встречается в продаже. И видеообзор на такую сцепку вы тоже можете найти на моем канале. Давайте поставим тягач в рабочее положение. Первая масштабная копия от наш Автопром, полуприцеп марки МАЗ. И, конечно, данный полуприцеп в первую очередь предназначен под советскую технику, но эта модель может нормально смотреться и с зарубежным сидельным тягачом. Конечно, определенный тип тягачей больше подходит примерно 60-х, 70-х годов. Более современная техника, кстати, смотрится тоже вполне нормально. И что мне нравилось у продукции NAP, это цена. И подобные полуприцепы можно было приобрести за 700-800 рублей. За подобную цену в Европе подобной техники вы просто не найдете. Также у этого полуприцепа отлично проработан съемный тент, окрашен темно-серой краской. Вы можете демонтировать деталь и получить открытую грузовую платформу. Кузов окрашен в двухцветный вариант окраски. Есть расшивка напольного покрытия, правда, борта без каких-либо обозначений. И у этого полуприцепа металлическая рама. Вполне нормальные колесные диски, окрашенные светлой краской, покрышки здесь условные. Есть протектор, но резина не соответствует настоящему прототипу. Дополнительный бак, выдвижные опоры, они в статичном положении. Есть сцепное устройство, по диаметру оно чуть крупнее, чем у костромских брендов, но подобный полуприцеп вполне хорошо встает на большую часть зарубежных сидельных тягачей. Задние фонари просто обозначили краской, их можно было сделать более изящно, и у масштабной модели отсутствует регистрационный номерной знак. Давайте примерим этот полуприцеп с тягачом Volvo. Ну, получается довольно интересно. И я думаю, для Volvo данный полуприцеп немножко маловат, но тоже можно сделать подобную сцепку. И, кстати, этот полуприцеп отлично сочетается с раскраской сидельного тягача. Вторая масштабная копия из журнальной серии, посвященной сидельным тягачам, и подобная серия выходила во Франции и в Испании. И данный полуприцеп сделан на формах XO Models. В коробочках XO тоже продавались некоторые полуприцепы. По уровню проработки они точно такие же, как эта модель. Продукция XO в Европе продается за 25-30 евро. Уже дороже, чем изделия от нашего Автопрома. По уровню детализации эта модель мне нравится даже меньше. И у прицепа потенциально съемный тент, но на данной масштабной модели эта деталь вклеена. Вы можете попытаться ее демонтировать, но скорее всего повредится лакокрасочное покрытие. Колесные диски примерно такого же исполнения, как у модели МАЗ от нашего Автопром. Покрышки тоже более-менее одного уровня. Металлическая рама полуприцепа. Сцепное устройство у этой модели специфичное, и оно подходит не ко всем сидельным тягачам. Например, данный полуприцеп можно использовать с тягачами от Eligor, XO Models, а на костромские изделия и продукцию наш Автопром этот полуприцеп не встанет.
Задние фонари уже из прозрачного пластика, обозначены сектора поворотников, есть регистрационный номерной знак. И данный полуприцеп тоже отлично смотрится вместе с тягачом Volvo. И опять же, эта модель хорошо подходит по цвету кабине грузовика. Следующие модели уже из более дорогого ценового сегмента. Покажу вам довольно редкую и старую модель от Mini-Champs. Это полуприцеп Юки, если мне не изменяет память, и он продавался как отдельно, так и в наборе с сидельным тягачом марки Scania. И на Сепку я тоже давно делал видеообзор. Очень тяжелая масштабная копия, у нее металлические борта на кузове, пластиковый тент, тоже прекрасная фактура, есть орнамент, тент у этой модели съемный. Как раз можно посмотреть, как изготовлен кузов изнутри. Прозрачные задние фонари, установлен регистрационный номерной знак, также габаритные огоньки, прекрасная детализация колесных дисков, покрышки, опять же, без боковой маркировки, но они уже лучше, чем у изделий наш Автопром и журнальных полуприцепов. И вот так сделана рама данного полуприцепа. Цепное устройство здесь подходит под большую часть различных сидельных тягачей. И можно прикинуть, как этот полуприцеп будет смотреться с тягачом Volvo. Тоже получается очень красивая сепка, несмотря на то, что тент у этого полуприцепа очень яркий. Но мне этот полуприцеп больше нравится в сепке Scania, под которую он был заточен изначально. Далее давайте покажу вам еще один полуприцеп от Mini-Champs, более современный, крона, шторка. И у Mini-Champs также был полуприцеп-рефрижератор, и давно делал на него видеообзор. И у этой модели уже нету съемных деталей, хотя проработка боковин на очень высоком уровне. И мне очень нравится продукция Mini-Champs, жаль, что они перестали выпускать грузовую и прицепную технику в 43-м масштабе. Данная модель тоже довольно тяжелая, потому что у прицепа металлическое напольное покрытие. Есть ящик для инвентаря, также отлично проработаны колесные диски, покрышки хорошие, но опять же отсутствует боковая маркировка. Прекрасно проработана задняя часть, прозрачные фонари, отсутствует регистрационный номерной знак, и у данного полуприцепа очень красивый орнамент. И этот полуприцеп подходит практически к любому сидельному тягачу, независимо от окраски его кабины. И могу вам показать, как эта модель будет смотреться с тягачом Volvo. Полуприцеп довольно длинный, поэтому он полностью не умещается в кадр. И данный полуприцеп можно использовать как с отечественными современными грузовиками, так и с различными иномарками. С двухосными, трехосными грузовиками и так далее. Покажу вам похожую модель, только от производителя Иллигор. Это довольно дорогие изделия, и у Иллигора встречаются хорошие масштабные копии, но преимущественно они до сих пор выпускают те автомобили, которые предлагались еще в начале 2000-х годов. И Иллигор как-то неохотно меняет свой ассортимент, а в основном делает только перекрасы. По уровню проработки эта модель чуть проще, чем изделия от Mini-Champs, но она тоже довольно тяжелая, потому что здесь огромная металлическая деталь, днище полуприцепа, вполне хорошие колесные диски, покрышки уже значительно проще, чем у производителя Mini-Champs. Также с моделью поставляется задняя балка с установленными фонариками, но она в отдельном пакетике, забыл ее поставить перед видеообзором. Есть катафоты, также знаки ограничения скорости. Тоже у полуприцепа нету съемных деталей, хотя есть фактура на сдвижных шторках.
И у меня в коллекции есть также чистый вариант, а на этом полуприцепе боковины окрашены в синий цвет, и эта модель продавалась в наборе вместе с сидельным тягачом марки Volvo. Его тоже показывал в своих старых видеороликах. И опять же, данный полуприцеп отлично сочетается с сидельным тягачом от NeoScale Models. И у тягача примерно такой же темно-синий цвет кабины, как и шторки у полуприцепа. Далее покажу вам одну из свежих моделей от SSM. Полуприцеп Nefas. В плане дизайна он очень похож на продукцию Mini Champs. И, кстати, в плане детализации такое ощущение, как будто эта модель проектировалась с оглядкой на продукцию Mini Champs и их полуприцеп марки Krone. Тоже металлическое напольное покрытие полуприцепа, есть запаска, также выдвижные опоры, правда, они в статичном положении, отлично сделаны балансирные тележки, прекрасная проработка колесных дисков, покрышки уже с боковой маркировкой, также хорошо сделаны задние фонари, створки не открываются, правда, есть специальная полосочка, которая у настоящего автомобиля должна быть светоотражающая. И этот полуприцеп тоже прекрасно смотрится с европейскими сидельными тягачами. И по размеру этот полуприцеп примерно такой же, как у производителя Mini Champs. Далее покажу вам довольно старую и недорогую масштабную копию. Это полуприцеп, который шел в серии Schuco Junior Line, но я предполагаю, что это просто перепаковка продукции New Ray. И на данном полуприцепе я уже поставил хариковские колесные диски и покрышки, потому что изначально у этой модели были сдвоенные задние колеса, и в Европе подобного прицепного состава я ни разу не встречал. И голова у этого полуприцепа был Mercedes-Benz, тоже как-то давно его показывал. Уже немножко изменили дизайн шкворня, и он опять же не подходит на все сидельные тягачи. И если, например, этот полуприцеп устанавливать на технику от Костромы, вам придется видоизменять цепное устройство или седло на тягаче. У модели выдвижные опоры, также открываются створки полуприцепа, можно что-то загрузить вовнутрь. В плане окраски это довольно специфичный полуприцеп. Во-первых, он черный, а во-вторых, бренд Fulda. И он, конечно, подходит не под все сидельные тягачи в плане дизайна. Но с Volvo тоже смотрится более-менее нормально. Далее мы рассмотрим полуприцеп от бренда Motorart. Тоже довольно редкая техника, и эти полуприцепы продавались в двух вариантах окраски. Также был полуприцеп в наборе с сидельным тягачом Volvo от Motorart. У меня только модель полуприцепа. Тоже открываются створки. Специальная бумажка, чтобы не поцарапалась краска. Отлично сделан грузовой отсек. Прекрасно проработаны задние фонари. Также красиво смотрятся колесные диски. И нижняя часть полуприцепа изготовлена из металла. И еще одна особенность данного типа полуприцепа – это аэродинамический обвес. Данная модель тоже отлично смотрится с сидельным тягачом от NeoScale Models. Вот такая небольшая коллекция полуприцепов из моей коллекции. Если выбирать лучшую модель, то я думаю, это все же продукция Mini Champs. У них прекрасные полуприцепы. Конечно, сейчас они стоят довольно дорого, но эти полуприцепы отлично повторяют настоящий прототип и сочетаются с большинством сидельных тягачей от разных брендов. Также прекрасно
прекрасная модель у производителя Motorart. Конечно, этот полуприцеп довольно специфичный, и он не подойдет под старые сидельные тягачи, но с различной европейской техникой он смотрится просто великолепно. Если смотреть на продукцию Наш Автопром и XO Models, она же журнальная серия, то это очень бюджетный ценовой сегмент, модели хороши за свою цену, но они не могут конкурировать с более премиальными брендами. Что касается продукции Шуко, то это просто перепаковка New Ray, на мой взгляд, и эти модели тоже в свое время были вполне хорошие. И если посмотреть на полуприцеп Nefas от костромского бренда Start Scale Models, это прекрасная модель, которая пользуется огромным спросом, и этот полуприцеп на сегодняшний день у SSM один из лучших. Показывал вам как-то модель трехосного полуприцепа MAS, и на мой взгляд этот полуприцеп, несмотря на то, что у него нету подвижных элементов, изготовлен намного лучше. Но опять же, такое ощущение, как будто эту модель проектировали с оглядкой на производителя Mini-Champs. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данных масштабных копиях. Какой полуприцеп, на ваш взгляд, самый лучший на сегодняшний день? Также можете написать о тех полуприцепах, которые не были продемонстрированы в сегодняшнем видеоролике. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, вступайте в мои группы ВКонтакте, и также можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую на этом канале. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!